Народ, всем привет! Привет. Мы сегодня ездили, смотрели парк, детский парк, хотели посмотреть, когда откроется после этого пляжа. И вот сказали, что где-то 10 числа должен открыться детский парк. Так что поехали мы в другой. Ты хочешь нести? Да, я хочу просто снимать, а то ты снимаешь асфальт, Да. а не снимаешь, какое красивое голубое небо, видишь? Да. Вот люди скажут, как вам кажется, вот так надо снимать видео, как Леня, или вот лучше так? Конечно, мы в итоге поехали в другой парчик, в который мы привыкли ходить. Но почему-то там сегодня были закрыты вообще общественные туалеты. Ветер будет. И мы решили приехать на Палермо, походить здесь немножко. О, глянь какие. Травку щипают, глянь. Ага. Мы только что обсуждали, кстати, гусей. В каком плане обсуждали гусей? Думали, что если бы в некоторых странах эти гуси вот так вот свободно лазили, их бы давно уже перепустили с яблоками, в духовку эти гуси. А в Аргентине еще, смотрите, могут лазить между людьми, и никто их не жарит. Потому что здесь за это огромные штрафы. Тебе покажется этот гусь слишком дорогим. Так что... Ну давайте. Кто кого пересмотрит? Я вас или вы меня? Нет у меня зерна, блин. И яблок нету. Приготовьтесь, через 500 метров возьмите правее на развязку. Народ, всем привет! Это город Буэнос-Айрес. Меня просили показывать город. Я еду сейчас, скажем так, на рыбалку. Ехать недалеко, мне надо в другой город, в Ла-Плату ехать. Ну, покажу, это оплата за дорогу. Проезжаем. Телепасы написано, это сканирует чипы на машинах. Кто не знает, у кого нет чипа, тот должен и будет платить наличкой, но поедет через вот это, значит, он должен заплатить в 2 раза больше за то, что он задерживает как бы вот движение и все. А если чип есть, вот проезжаешь, зелененький загорелся, и ты поехал дальше. Сейчас мы будем въезжать в центр Буэнос-Айреса, мне надо его проехать. На другую сторону выехать на другую автописту, то есть скоростную дорогу, и поехать в сторону Ла-Платы. Смотрите, справа-слева у меня будет Вижа 31, то есть 31-я Вижа, которая находится в Буэнос-Айресе за вокзалом Ретиро. Вот постройки, которые вы видите вдоль дороги, это Вижа. Не рекомендую вам брать фотоаппарат, лазить по этой Виже, снимать, если вы не хотите наснимать себе на жопу приключений. Будем говорить грубо, но правильно. Сейчас мы поедем через Нуэве де Хулио, самую широкую авениду нашу. Да и вообще я слышал, что это самая широкая чуть ли не авенида вообще в Южной Америке. Может, брешут люди. Вот так живет Вижа. Такой типа самострой, который хотят как бы потихоньку. Сколько угроз было и там снести и все остальное. Ну понятно, что никакой политик не решится тут ничего сносить. Это очень много народу, которое потом будет тут бушевать. Но пытаются облагородить, вписать их как-то теперь в конструкцию города, эти Вижи, то есть строят им тут всякие уже и филиалы банков, Макдональдс там какой-то вроде бы строили, еще какой-то фиговину. Ну, факт в том, что хотят привести их как бы, может, потихоньку как-то взять домик по домику, ну, посмотрим. А это начало центра. Как правило, все едут сюда сейчас на работу. Да, исторически как бы в центр люди на работу мчатся.
Я думаю, что после обелиска в нашу сторону, куда я еду, будет движение уже меньше. Все как бы вот прямо к центру, а там разъезжаются по своим офисам. Еще раз повторюсь, это город Буэнос-Айрес. Кто не знает, где он находится в Аргентине, в Южной Америке. Итак, мы в лодке на Маликонесах. Маликонесы — это такие столбчики, которые торчат из воды. Вот они тут. Был фарватер, не знаю, что, от чего они остались. Но рыба около них собирается, так как всякие мехижонисы на них сидят, всякие ракушки прилепляются. Мы закормили, привезли с собой полбочки вот там кукурузы такой, как бы это, как можно сказать, подрида у нас называется, в общем, протухшей кукурузы, переброженной. Накидали кучу сюда кукурузы, пока еще ничего не клюнуло. Привязались, лодкой привязываемся на 2 якоря. Один привязывается вот за Маликонес, видите, за вот этот столбчик, и второй кидается сзади. Вот там нас 3 на лодке, каждый по 2 удочки. Здесь мы бросили для карпа. Вот одна удочка для карпа, другая для карпа, и каждый держит еще, ну кроме меня, в руках наболу. Вот еще рядом 2 лодки стоят. Нас 3 человека, моих друзей, смотрите. Если что поймаем, скажем, но пока рыбалка такая. Надеемся, что поймаем, пока еще не клевало. Большое течение. Это мы были с Николаем вот там, где заканчивается эти Маликонесы, начинается такой пирс. И мы были аж там, туда поближе к берегу, на том пирсе. А теперь мы сидим в том же месте, но вот на этих Маликонесах, как называется, видите, около таких столбов. ¿Algo viene? Algo sí. Algo viene, algo viene. Mira, pará. Le gusta a todo el mundo, Sí. Por lo menos está bastante viva, ¿no? Sí, no, enterita, acá sale entera la carpa, eso que tiene, acá sale toda bien. No. Se picaba la fuerza que sea padrecito. Ahí está. Oh, es como... Carpón de 5 kilos como solemos estar acostumbrados acá en los Malicones. Como ¿cómo va esto? Oh, impresionante, mira cómo se lleva todo. Mira. Y ahora pareces Grande la un vieja, pescador, sí. Oh, más grande que pescó Sergio. Tenemos nuevo capitán. Возвращаемся. Смотрите, какая вода зеленая в каналах. И обратите внимание на вот эти, над водой цвет меняется, как будто его чем-то окислили. Вот видите, это зелень как-то, как дает цвет на этом самом воде, на растения. Все растения внизу как покрашены какой-то известью. Так, смотрим, что тут держат. Ну вот, какие кораблики. Хорошие. В принципе, нормальные некоторые есть. Тут вон дальше яхты стоят. Ну, яхты не супер большие, хотя мы все не знаем. Оля. На каяках спортом занимается, на чем попало. Мы в этот порт машину где-то здесь оставили, сейчас поедем.
Еду искать. Ладно, рыбалка на сегодня закончилась. И половили немного сомиков. Карпу я одного поймал, маленького отпустили. Один большой сам ушел, нас не спрашивал. Одна веха де агуа, водяная старуха, как мы их называем. Да и все. Ну, еще полнолуние сегодня. Знаете, говорят такое, не знаю, правда или нет, что полнолуние не клюет. Но хотя бывает и полнолуние ловится, бывает и без полнолуния не ловится. Фиг ее знает, что, когда клюет, когда не клюет. Ну, день мы провели. Поедем теперь по домам. Я еще был опоздал сюда на час. Что-то я не подрасчитал, что будут пробки. Так, там тоже наши подписчики вон на лодке приехали. Бериса это называется место. За Ла-Платой. Для тех, кто хочет знать, где это было. Городок Ла-Плата, это Бериса за Ла-Платой. Километра. Ребята, это пипец какой-то. 8 марта, задолбаться можно, смотрите. Эти бегают, эти наши женщины с плакатиками, их сюда понавозили вот такими автобусами. Они тут бегают, бастуют. Я уже час город не могу проехать. Час, прикидывайте. Вот. Они вот это вот называется народное правительство. Привезет вот так автобусом, видите, вот этими. И вот они туда-сюда бродят. Теперь вообще везде затычки. Я был на 9 де Хулио на Вениде. Все там, извиняюсь за выражение, перекрыто. Ехал, поднимался, доехал до Конгресса, тут они снова, теперь тут бродят, вот. Куда они сейчас пойдут? Наверное, по этой Вениде или к нам. Пипец, вот это не могу доехать никак, уже, наверное, больше часа тут хожу по этому самому. Это все наши женщины типа за свои права бастуют. Не знаю, что они тут хотят. Я говорю, не сидится вам дома с тортиком, там, не знаю, с винцом. Надо вам эти сраные плакаты туда-сюда таскать. Вот же не сидится людям дома. А это же вот, ну, не те, которые ходят как бы на работу, знаешь, ну, в смысле, вряд ли они вот после рабочего дня, после того, всего, схватили эти плакаты и по собственной воле побежали. О, сейчас усаживаются, вот автобусы, вот, и их снова по провинциям развезут. Это вот правительственные войска, видите, как только всякие забастовки, манифестации, праздники, покричать, плакатами потыкать, пожалуйста, вот сразу вам это народ гуляет. Вот сейчас плакаты смотает и вперед. Посмотрим, пустят дальше ехать, не пустят. Я уже задолбался круги нарезать вокруг этого. Никак не могу в центр города проехать. Там впереди полицейские. О, вроде бы даже вперед пускают, что ли. Да неужели или нет? Блин, как я хотел бы вперед проехать. Да нифига, смотри, опять, опять, ё-моё, да куда ж вас? Ты посмотри. Вот это. Вот. Что им за прав не хватает здесь? Вот скажите мне. Чего тут женщинам? Теперь этот еще их автобус стал поперек дороги, перегородил. Все, не пройдешь, не проедешь. Так, Кристина Сомостодос. А, смотрите, плакаты, что они все типа, Кристина Кишнер. А, за права Кристины Кишнер, которую засудили за, так сказать, ну, в общем, вы знаете, за что Кристину Кишнер засудили. Это они вот ходят с плакатами, показывают, что они типа в поддержку Кристины ходят. Вот чем наши женщины 8 марта занимаются. Они ходят, Кристину поддерживают. Ну, молодцы. Тогда, конечно, тогда что там дома сидеть? Надо вот это по городу ходить с плакатами. Тогда, может, Кристину, то она бедненькая такая, там ее засудили, усю. Так, ну как тут теперь? Блин, теперь этот ихний... О, да пособирайте их уже в эти автобусы, да отвезите уже, блин, по домам. А уже где-то отдохнуть.
Я, кстати, вон с двумя... Поверните налево. Блин, тут пока этот... Я уже так, тут можно повернуть куда-нибудь? Еще нет. Я тут вот с этими самыми еду, видите, с цветами домой. Утром на рыбалку поехал. 2 букета на всякий случай. Если один не понравится, может второй понравится. Может тут прорвемся. Так. Ну-ка давайте здесь попробуем. Блин, пробки здесь, ну везде. Тут, кстати, тут один из центральной полиции, вот это здание. Везде пробки, нельзя проехать никак этот центр. Они тут бегают туда-сюда, около Конгресса, около суда. Ну, Света мне читала, где они бегают. Около того, где Верховный суд, около Национального конгресса, около правительственного дома. То есть туда-сюда бегают с плакатами, рассказывают, что мы все Кристина, типа, блин, мы все за Кристину. А у меня тут роза и такие вот гвоздики. Сейчас, надеюсь, не получу или розу, или гвоздиками за свою рыбалку долгую. И час проезда по городу, да и еще не кончилось. Я час еще только, в принципе, до центра города. Мне бы только центр проехать, я вот прорваться, я бы сразу как бы это самое уже смог бы дальше хорошо поехать. После центра они туда уже бы не бегали. Вот, видите, как здесь сейчас крупненько. Вон, смотрите, около Конгресса сколько всех. Ну все, снова попал на пробку. Вот эти все работники, блин, опять кучами. Ух ты. Что-то их даже на спине каких-то проделали им вот. Выбраться с этого всего дела. Я уже думал, все, переехал. Оказалось, нет, еще надо куда-то двигать. Ой, смотрите, что творится. Это пытаюсь все-таки вот тут переехать. Вот здесь пытаюсь переехать каким-то образом. Тут как-то пытаюсь, может, пропускает между этой толпой, чтобы машины переехали на ту сторону. Сейчас посмотрим. Видите, какие красивые у нас забастовки. Ну, прямо наслаждение одно. Ой. Они все кидаются под машину прямо. Так, надо, главное, никого не переехать вообще. По одной машине. Ну что? Ay, bandera, pañuelo, bandera. Кто продает? Загадили весь этот самый, весь центр бутылками, жратвой. Как после футбола. Пойдем? Сейчас. Я не понимаю, как можно так остановиться. А, да, молодец. Провели трансляцию, теперь на обратном пути решили зайти в парк. У нас такая рутина маленькая есть, когда мы ездим в центр по делам, потом возвращаемся, любим зайти в этот парчик походить. Вот тут такое озеро существует, и вокруг этого озера мы любим пройтись, навернуть кружок. И мы одни. Да, ну это понятно. Кстати, такое у нас есть приложение на телефоне, где считает, сколько мы шагов прошли. Там даже есть соревнования международные, подключаемся. И, ну, конечно, не всегда получается 6000, как они рекомендуют У пройти. меня 3 получается в среднем. Сколько? 3. Ну, у меня бывает когда как. Бывает на рыбалке и побольше могу находить, а бывает, конечно, и тоже 3 в среднем. Вот, кстати, как листья собирает. Ковш такой, смотрите. Видите? Это чистка озера. Жакаранда. Это жакаранда. Второй раз цветет. Буэнос-Айрес. Жакаранда.
Просто я тоже, не вся, но есть такие феномены. А помнишь, когда там среди зимы тоже дерево цвело? Ну, вот, все не цвели, вот эти не цветут, а некоторые деревья цветут. Классно в этом парке. Месяц, а осень вообще не похож. Да, Дождь, не то, что там. меня сегодня спрашивали. Вот, видите, старички, которые тут ходят. Я как раз на трансляции спрашивал один, вот 52 года, типа, ну как бы с намеком на старость. А я ей рассказывал, что можно спиться, сбухаться и в 40 лет. И чувствовать себя развалиной. А есть, я говорю, у нас, которые, вон, блин, уже возраст ему побольше будет, и за 70, а он на велику будет кататься, ходить все по парку и все остальное. Это все зависит от человека, а не от Да, так еще конкретной работать, цифры. А работать надо, да? Где-то же Ну надо да. иметь прибыль еще от чего-то. Да, ну я в Просто смысле, ходить. что не от конкретной цифры возраста. О, какие, смотри, веники. Крутые. Все на 20, это одну, 60, 70. это другую. Да.